Путешествие – это то, что делает меня счастливым. А если я счастлив, то мое путешествие никогда не заканчивается. Я путешествую, потому что я любознателен. Меня особенно интересуют далекие и затерянные места, которых меньше всего коснулась глобализация. Я представляю человечество как единый организм, в котором я только маленькая клетка, частичка среди миллиардов других. Я бы хотел соприкоснуться с ними со всеми, но удовлетворяюсь возможностью встретить хотя бы некоторых и послушать их истории. Амантау ауылына туылғым. Осы туған жерім Аманат ауылы. Осында балық аулаймын. Бәрі нормально. Қиын кешті жақсы. Өздеріңіз көріп тұрғандай қатарын жанында тұрмыз. Ауыл жөнінде жүрміз. Зайсан көлі өте тамаша бар. 3 года назад я отправился из Италии в путь и с тех пор постепенно, шаг за шагом, воплощаю свою мечту о кругосветном путешествии. О Казахстане я ничего не знал, и именно поэтому я приехал сюда. Открывая новую страну, я чувствую себя ребенком, который распаковывает новогодние подарки. Фотографии для меня – это способ законсервировать время и сохранить его навсегда в моих воспоминаниях. Мой джип – это мой дом. Я иногда представляю его космическим кораблем, несущимся в человеческой вселенной. Обычно я путешествую один, и мне нравится такая компания. Мне нравится обмениваться теплыми, любопытными взглядами с другими частичками Вселенной. Мне нравится затеряться среди земных морщинок и складок, словно кисть художника, рисующая линии и контуры на холсте. Дорога для меня – это метафора жизни, иногда прямая, спокойная и даже скучная, иногда извилистая и от этого сложная, на подъеме слишком утомительная, а на спуске радостная и беспечная, порой необузданная и опасная, будто без тормозов, полная развилок, ограничений и запретов, и тем не менее куда-нибудь нас ведущая. Казахстан – страна, изумительно наполненная просторами. Ее очарование в многочисленных затерянных деревеньках, таких как Урунхайка. Лишь горстка домов, построенных из дерева. Рыбы здесь два вида. Основных это хариус и ускуч. Но она уникальна тем, что она здесь не водится нигде, кроме нас, нашего озера. В Канаде еще где-то водится. Ну, приезжают рыбачить, отдыхать сюда. На спиннинг в октябре, декабрь, когда лед станет. Зимой приезжают, весной приезжают. Ну и летом отдыхать все сюда приезжают. Сдалека, за границей. Из Шотландии, с Англии, с Германии. Вот вы привезли с Италии. Понравилось всем здесь. Здесь дикая природа еще не испорченная. Дороги сейчас делают. Нормально будет. Озеро длиной 40 километров, ширина 18 километров. Вода чистейшая. Впадает около 40 речушек и вытекает одна. Называют его Чумек по-казахски. Вот этот выход потом уходит на Кальжир. Одна река. Кальжир впадает потом в Иртыш. Вот такая вот у нас вот озеро уникальное. В Урунхайку не приезжают случайно. Это место для тех, кто любит путешествовать медленно и ценит простую жизнь в гармонии с природой. Всегда поражаюсь, думаю, зачем люди сюда едут? У нас такие ужасные дороги. Вообще очень богатая у нас здесь и флора, и фауна. Природа очень красивая, кругом ягоды. Вот, пожалуйста, сюда зайди, и кругом ягоды у нас, в эту сторону зайди. Малина, кислица,
барбарика. Позади на востоке начинаются горы Алтая. Там граница с Китаем. На западе сверкают отблески заката над озером Маркаколь. Эта деревня, притаившаяся среди природы, занята своей простой жизнью, где туризм делает свои первые шаги. На неасфальтированных улицах играют дети, ведь интернета тут нет, и можно столько времени проводить на свежем воздухе. Здесь нет автомастерских, но очень легко найти того, кто поможет отремонтировать тебе машину простыми средствами и с большой находчивостью. Наверное, он светится. Я его видел, как он светится. Конечно, тяжелый, как кирпич. Я думаю, что у этой деревни есть большой потенциал для развития туризма. Туризма не массового, а скорее индивидуального, рассчитанного на тех, кто ценит тишину и покой этого места, с гуляющими по селу коровами и лошадьми. Деревня имеет свой уникальный прекрасный колорит, который с уверенностью можно будет поддерживать в будущем. Спасибо большое. Давайте, всего хорошего, приезжайте к нам еще. Спасибо, до свидания. Спасибо. Я не знаю как, я не знаю когда, но я уверен, что однажды вернусь в Урунхайку, чтобы сходить в поход и покататься на лошадях. Это место, которое помогает мне размышлять и медленно смаковать жизнь. Дорога, по которой я еду, была построена во время Первой мировой войны, между 1915 и 1917 годами, австро-венгерскими заключенными, взятыми в плен на Восточном фронте. Это музей под открытым небом, который рассказывает о невероятно тяжелом труде и стремлении выжить во что бы то ни стало. Жизнь этих деревьев дала жизнь этому дому. Кажется, вечная история. Чтобы что-то родилось, что-то должно умереть. Новая жизнь будет построена на основе прошлой. Мне нравится представлять рождение этого дома, его историю и его старение, как он упорно сопротивляется ударам времени. Кто знает, сколько еще он сможет простоять. Наверное, до тех пор, пока жившие в нем помнят этот дом. Северо-восточный Казахстан – это малопосещаемый регион с удивительной природой, занимающий огромные территории. Там вы найдете широкие долины, луга и хвойные леса, среди которых текут реки и ручьи, спускающиеся с гор Алтая. Недавно дорога была восстановлена и стала доступной благодаря реконструированным мостам, сохранившим свой оригинальный стиль. Мосты, сделанные из стволов деревьев, очень прочны, но буквально год назад здесь были опаснейшие переправы.
Эта часть путешествия по Казахстану принесла мне настоящее удовольствие. Несмотря на то, что это так далеко от мира, в котором я вырос, но именно здесь я чувствовал себя самим собой. Сопровождала меня в этой поездке Аня. Нашей мечтой было увидеть гору Белуха, но ее вершина в 4500 метров над уровнем моря все время была скрыта за облаками. Но это и не важно, потому что в самых лучших поездках главным для меня всегда является сам процесс путешествия, а не его конечная цель. Не знаю как, не знаю когда, но это определенно то место, куда я хочу вернуться, чтобы снова почувствовать себя счастливым в гармонии с самим собой.